Всем панкейк! В этом ролике мы расскажем, зачем пиратам нужна была повязка на глаз на самом деле, про то, как обстояли дела с гигиеной на корабле в реальности и о многих других интересных фактах про пиратов. А в конце мы расскажем про настоящий пиратский кодекс. Очень часто мы сталкиваемся со многими стереотипами, связанными с пиратами. Зачастую это происходит из-за фильмов и литературы, где нам не показывают реальную жизнь пирата. Повседневная жизнь реального пирата сильно отличалась от той, которую нам показывают в фильмах. Грабеж, разбой и прочие составляющие настоящей жизни пирата, конечно же, были и в реальности, но, как правило, это было крайне редко. Прежде всего, повседневная жизнь пирата – это очень тяжелая и трудная работа на корабле. Начать стоит с того, что окружало пирата. В первую очередь, это бескрайнее море или океан, затем корабль. Пиратский корабль представлял из себя не очень большое судно. Размер корабля был обусловлен в первую очередь скоростью. Как вы можете понимать, чем больше корабль, тем он медленнее. Поэтому чаще всего у пиратов был небольшой, быстрый и маневренный корабль, на котором можно с легкостью преследовать жертву или наоборот, уйти от погони максимально быстро. Из-за небольших размеров корабля жизнь на нем была не менее сложной, чем на больших. Было множество аспектов, усложняющих жизнь пиратов, например, запах. Да-да, вы не ослышались, именно запах. Чаще всего на таких кораблях стоял ужасный запах гниющей рыбы и пота. На корабле тех лет не было привычного для нас душа. Пресная вода была слишком ценной для того, чтобы ей мыться, а соленой водой регулярно мыться было попросту невозможно. От этого и появлялся ужасный запах потных пиратов. Если на открытом пространстве, например, на палубе, этот запах был еще хоть сколько-то терпим, то в тесных трюмах этот запах буквально сводил с ума. Но не одним лишь запахом была сложна жизнь пирата. Чуть ранее мы говорили про работу на корабле. Что она из себя представляла на самом деле? Пират является разбойником и грабителем, но по совместительству. А иногда, и в первую очередь, он матрос. Работа матроса крайне сложна и даже опасна. Работали они посменно, меняя друг друга через каждые 4 часа. Время считалось склянками. Это песочные часы, которые отмеряли 30 минут. И между сменами проходило 8 склянок. Как только было отбито 8 склянок, пират точно знал, что настало время его смены. Независимо от времени суток, погоды и самочувствия. Чаще всего пират-матрос занимался сложной рутинной работой. Кто-то работал с парусами на мачте на большой высоте, что часто приводило к травмам и летальным исходам. Кто-то мыл палубу или другими делами на корабле. И так каждые 4 часа на протяжении нескольких месяцев, а в ряде случаев и нескольких лет. Также не стоит забывать и про болезни, которые точно так же крайне сильно усложняли жизнь пирату. Например, цинга. Она возникает из-за резкой нехватки витамина С, что в конечном счете приводит к множеству последствий. Например, быстрая утомляемость, выпадение зубов, боли в суставах и в конечном счете смерть. Все это преследовало пирата постоянно и делало его повседневную жизнь очень опасной. Примерно так и выглядела жизнь пирата на корабле. С повседневной жизнью пирата мы более-менее разобрались и можем сделать вывод, что она очень сложна и опасна. Но было ли что-то, что могло порадовать пирата? Да, это была еда. Хотя, впрочем, и она была достаточно скудной. Как вы знаете, в то время не существовало консервов или морозильных камер, что очень сильно ограничивало список продуктов, которые можно было взять на борт корабля. Свежей еды в виде овощей, фруктов и сырого мяса брали очень мало. И съедалось все это практически в первые несколько дней. Все из-за отсутствия возможности хранить данные продукты длительное время. Именно из-за отсутствия доступа к свежим продуктам и возникала ранее упомянутая цинга. Чаще всего брали продукты длительного хранения. В то время это были либо копченые продукты, либо соленая еда. Ее брали в очень больших количествах. Хлеб заменялся на галеты, которые хранились намного дольше обычных хлебных изделий. Но и у них был минус. В галетах очень часто заводились насекомые, но тем не менее их употребляли в пищу, так как не было никаких альтернатив.
Также многие историки утверждают, что когда пираты загружали свои корабли перед выходом в море, то они набивали трюмы множеством голов сельскохозяйственных животных, а именно коровами и козами. В некоторых случаях пираты загружали трюмы и курами. Покупали они животных в пиратских городах, например, в Республике пиратов, Нассау. Это было действительно умно, потому что пираты использовали кур для получения яиц. Когда основные запасы продуктов съедались или портились, пираты забивали животных и получали свежее мясо. Пили пираты воду. Ее брали также в больших количествах, но и она имела свойство портиться. В условиях постоянной жары вода быстро тухла, и ее разбавляли тем самым ромом для того, чтобы исключить запах и обеззаразить принимаемую воду. Ром был достаточно доступным напитком на корабле. Однако нам был навязан стереотип, что пират вечно пьяный и всегда пьет ром. Но на самом деле это не совсем так. Ром они действительно пили, но пили они его нормированно, в небольших количествах, чтобы исключить пьяные бунты. Иногда в качестве поощрения пиратам позволяли выпить больше нормы, однако это было не очень часто, чтобы не допустить ранее упомянутые бунты и волнения. Несмотря на то, что едой запасались впрок, нередки были случаи, когда еда заканчивалась. В этом случае у пиратов было мало вариантов. Либо рыбалка, к которой прибегали крайне редко, поскольку занятие это долгое, и не все могут найти на это время и терпение. Либо более экстремальный вариант, а именно каннибализм. Когда у пиратов действительно закончилась еда и не было доступа к суше, то они могли внимательно присмотреться к одному из своих друзей по команде. Например, в каких-то экстремальных ситуациях покалеченные или раненые пираты очень часто становились первыми, кто шел под нож и отправился в общий пиратский котел. Мы не хотим сказать, что все пираты были каннибалами, но и такие случаи были нередкими в пиратской практике. Из всего этого мы можем сделать вывод, что пиратский рацион был очень скуден и лишен изысков. Про повседневную жизнь пирата и его рацион мы поговорили. Настало время разобрать то, как выглядел настоящий пират. Все те же фильмы изображают пирата как человека с крюком вместо руки, черная повязка на глаз и, возможно, без ноги, и обязательно попугай на плече. И в целом нехватка конечностей среди пиратов в действительности имела место быть, поскольку нередки были травмы, полученные в бою или в ходе несчастного случая. Однако знаменитый пиратский крюк не имеет абсолютно никаких исторических подтверждений и не имеет ничего общего с реальностью. А вот знаменитая черная повязка на глаз была в действительности, однако играла совершенно другую роль. Отнюдь она не скрывала отсутствие глаза. Тогда человек без глаза вряд ли бы вызвал какую-то реакцию от окружающих на физический недуг. Повязка была практическим средством. Дело в том, что при резком переходе из светлого помещения в темное нужно время, чтобы глаза приноровились видеть в темноте. Существует теория, чтобы не тратить эти драгоценные секунды на адаптацию зрения, пираты подготавливали один глаз заранее. Закрыв его темной повязкой, они блокировали доступ яркого света. И когда пирату нужно было зайти в темное помещение, например, для боя в трюме, он снимал повязку. Также тяжело себе представить образ пирата без попугая на плече. Но это точно так же является мифом. Навеян он авторами романов про пиратов. Авторы этих романов вдохновлялись тем, что видели вокруг себя. Это была обыкновенная мода XVI и XVII века, а именно спрос на экзотических животных, которых привозили моряки из дальних путешествий. Иметь такую экзотическую зверушку было писком моды для тех лет. А пират с попугаем на плече, может, и существовал, но задокументированных исторических подтверждений этому нет. В целом, пират внешне никак не отличался от обычного гражданского матроса той эпохи. Чаще всего это была простая и дешевая одежда, именно светлых оттенков. Светлая одежда меньше притягивала к себе тепло, что помогало проще переносить жаркий морской климат. Настало время поговорить о том, как пираты зарабатывали себе на жизнь. Например, каждый из вас знает роман «Остров сокровищ», где главная суть книги – это поиск клада, но все это романтизировано. И в реальности среднестатистический пират
даже никогда и не задумывался о поиске кладов. Пираты зарабатывали очень мало, несмотря на все тяготы и издержки профессии. Доход у них состоял, как правило, из обычных грабежей и налетов. Они грабили небольшие торговые суда, которые не могли оказать должного сопротивления. Добыча с такого маленького торгового корабля редко была хорошей. Ее едва ли хватало на то, чтобы перекрыть затраты, и вся прибыль делилась поровну на всех членов команды. Например, капитан корабля получал свою долю ровно такой же, как и получали обычный матрос или кок. Но существовал и более выгодный способ грабежа. Это было каперство. Грубо говоря, это легальная лицензия на занятие пиратством. Жаловалась каперская грамота официально, с печатью короны государства, которому принадлежал пират. Каперство существовало практически во всех государствах, имеющих выход к морю или океану. Например, Англия, Испания и даже Россия не является исключением. Например, одним из таких каперов был знаменитый пират Фрэнсис Дрейк, которому была пожалована каперская грамота, что позволило ему более выгодно грабить суда вражеских английской короне государств. Так и зарабатывала большая часть пиратов. Кто-то перебивался редкими и не очень выгодными грабежами, кто-то занимался более успешным каперством. Но золотых гор почти никто не имел. И то немногое, что удавалось заработать, тратилось практически моментально на первом же берегу на продажных женщин и выпивку. Зная, как зарабатывал пират, мы невольно можем задаться вопросом, а сколько в среднем жил пират? Пиратство той эпохи практически во всех государствах каралось виселицей или другим видом казни. И если пират попадал в плен, его судьбе вряд ли можно было позавидовать. Но можно вспомнить ранее упомянутое каперство. Оно могло исключить из списка потенциальных смертей виселицу. Однако она не исключала многое другое. Например, также ранее упомянутую цингу. Смерть во время боя или какой-то другой несчастный случай. Из всего этого эксперты-историки делают вывод, что средняя продолжительность жизни пирата в то время составляла от 2 до 3 лет. Если пирату удавалось прожить в своей профессии от 5 лет, то он считался крайне опытным и уважаемым человеком. Из чего мы можем четко понять, что жизнь пирата была крайне коротка. Например, для сравнения, жизнь раба на плантации в то время составляла от 10 лет и больше, и это при условии нахождения в неволе, телесных наказаний и скудного питания. Мы разобрали многие аспекты жизни пирата. Но что насчет пиратского кодекса? Мы представляем пиратов как бесстрашных разбойников, которые существуют вне правил и законов. Но это не так. Точнее, отчасти не так. В действительности, они не соблюдали многие нормы и законы, установленные тем или иным государством. Но они жили по собственным законам, и назывались они пиратским кодексом. Звучит странно, да, но без законов пиратство вряд ли смогло существовать. Пиратский кодекс составлялся перед выходом в море индивидуально. Каждый раз добавлялось что-то новое или исключалось что-то старое, и каждый пират должен был подписаться под ним. А дальше неукоснительно соблюдать все установленные кодексом правила. Ознакомившись с кодексом, можно сказать, что все правила были подчинены одному. Пиратский корабль должен был максимально эффективно функционировать. Так, чтобы ничто не отвлекало пиратов от тяжелого физического труда, так сказать, на свежем морском воздухе. Так, например, если кто-то проводил на борт женщину, его казнили, поскольку женщина на корабле, по преданию тех лет, приводила к беде. А пираты, как и все моряки, были очень суеверными людьми. Также и казнили дезертиров, поскольку это считалось предательством. А вот за такие проступки, как попытка скрыть и унести часть добычи или иным образом обмануть товарищей по ремеслу, высаживали на необитаемый остров в полном одиночестве, без какой бы то ни было провизии. Также существовали и телесные наказания. Например, за курение или стрельбу возле трюма, где находился порох, били плетьми от 5 до 15 ударов. А еще на корабле было категорически запрещено драться или играть в азартные игры на деньги, так как они могли привести к массовой поножовщине. Ну и, конечно же, все должны были беспрекословно подчиняться капитану, за неподчинение которому наказания были разные, начиная от ударов плетьми,
заканчивая казнью. Главное – слушать капитана. А на суше делай, что душе угодно. К слову, у пиратов существовала даже своя настоящая пиратская столица, которая называлась Порт-Роял. Туда стекались практически все пираты Карибского бассейна. Она находилась на территории современной Ямайки. Именно там, в портовых кабаках и борделях, уставшие морские волки тратили награбленное золото и могли получить все то, что запрещалось на корабле. Вот такие суровые, но справедливые законы должен был соблюдать каждый без исключений пират. Ведь без соблюдения строгих правил пиратство существовать не могло, как и любое другое сообщество людей. Друзья, у вас есть возможность попасть в команду Pancake. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском и английском языках, или же вы пишете интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите нам на почту в описании. Спасибо за просмотр.